Как я уже неоднократно упоминала, все первые европейские колонисты, прибывавшие в неважно Северную, Южную или Центральную Америку, поначалу серьезно бедствовали. Очень часто выживание новоприбывших полностью зависело от доброй воли соседей-индейцев. В результате американская мифология полнится историями о добросердечных дикарях, спасавших приезжих от голодной смерти и научивших их жить в новом свете. Мифология обычно прерывается на том месте, когда новоприбывшие в благодарность начинали сгонять аборигенов с их земель, захватывать в заложники их вождей и обращать в рабов их детей. И одна из этих реальных историй первых контактов между индейцами и белыми, переработанная до неузнаваемости, вошла в классику самого главного мифотворца нашего времени – компании Дисней. В 1995 году на экраны вышла захватывающая история о дочери вождя Покахонтас, которая спасает от казни храброго лидера английских колонистов, капитана Джона Смита. Она также прививает ему экологическое мышление и не допускает войны между индейцами и белыми. В конце, несмотря на романтические чувства, вспыхнувшие между ними, Джон и Покахонтас расстаются, но с надеждой встретиться в будущем. Покахонтас с ее свободолюбием, любовью к природе и шикарной гривой волос стала ролевой моделью нескольких поколений девчонок, учившихся у нее независимости, смелости и как общаться с красивыми и интересными иностранцами. В общем, американцы очень расстраиваются, когда узнают, что на самом деле Покахонтас на момент знакомства с капитаном Смитом было 10 лет. По времени, о котором пойдет речь, то есть к началу 17 века, испанцы уже хорошо утвердились в Центральной Америке, а также на севере Южной и на юге Северной. Англичане страшно им завидовали и тоже хотели построить форты с пушками и начать грабить окрестности и возить в Европу золото целыми галеонами. Но закрепиться в новом свете им пока не удавалось. Колония на острове Роанок, основанная в 1587 году, не просто провалилась, она так драматично сгинула, что о ней до сих пор ходят страшные сказки в темных углах интернета. Поэтому Англия кардинально изменила подход к освоению Америки. Вместо частных авантюр полупиратов, вроде сэра Уолтера Рейли, появляется стартап, поддержанный короной – Виргинская акционерная компания. Поскольку никто еще не представлял реальных размеров американского континента, компания всерьез рассчитывала найти удобный коротенький выход из Атлантического к Тихому океану в районе современной Вирджинии. Это примерно посередине США. А для начала основать там первый город – Джеймстаун, в честь короля Джеймса, которого мы называем Яковом I. И поскольку основной задачей колонии было найти золото и драгоценности и выход к Тихому океану, то форт Джеймстаун не был запланирован как хорошая база для постоянного, способного к самообеспечению поселения. Соответственно, набор первых колонистов, отправлявшихся осваивать Америку, был, мягко говоря, странный. Из 105 человек 54 были джентльменами, то есть людьми, которые не имели никакой профессии. Они рассчитывали на быструю наживу и непыльные руководящие должности в новом свете. Потенциальным колонистам объяснили, что индейцы ненавидят жестоких испанцев, но просто души не чают в англичанах и сами принесут им золото, драгоценности, а также еду и прочие дары и положат к их ногам, в прямом смысле слова. Скандально известная сатирическая пьеса того времени изображает капитана, убеждающего наивную публику, как легка и прекрасна жизнь за океаном. Золота там больше, чем у нас меди. Да провалиться все их сковороды и ночные горшки из чистого золота. Даже узников заковывают в золотые кандалы.
А что до рубинов и алмазов, так они по праздникам ходят на берег моря и собирают их как гальку. В результате колонию Виргиния основала компания дармоедов, совершенно не представлявших, во что они ввязались. С ними было несколько профессиональных военных, чтобы их защищать, и еще 4 десятка разнорабочих и кабальных слуг. Фермеров в первом наборе не было вообще. А зачем? Дикари сами все принесут, накормят, обогреют. Там также не было ни одной женщины. Тоже собирались найти на месте. Будущих колонистов погрузили на 3 совсем небольших корабля. На палубе самого большого из них можно было впритык разместить около 7-8 автомобилей, а самого маленького около 3-4. Трюмы их были забиты оружием, припасами, инструментами, строительными материалами, продовольствием и сувенирами для туземцев. А также там сидел под арестом главный герой нашего рассказа, капитан Джон Смит. Джон Смит родился в простой фермерской семье, и его единственным шансом сделать карьеру была военная служба. Когда Джону было лет 16-17, он начал жизнь международного авантюриста. Он отправился на континент, прямо как в балладе Джона Дона, новобранцем к бунтующим голландцам. К моменту экспедиции в Новый Свет ему было 26 лет, и он уже успел и повоевать за свободу Нидерландов от Испании, и в Трансильвании с татарами, и даже побывать в турецком плену. Богатый жизненный опыт привил Джону большую и, как мы потом увидим, заслуженную уверенность в себе. Поэтому он начал критиковать руководителя экспедиции еще по дороге в океане, за что и был посажен под замок. После массы ужасных опасностей и страшных приключений 26 апреля 1607 года экспедиция наконец высадилась на побережье Виргинии и быстро прошвырнулась по пляжу и прилегающему лесу. К глубокому разочарованию прибывших джентльменов золото нигде под ногами не валялось. Зато они столкнулись с 5 индейцами, которые выпустили в них несколько стрел, но ретировались, когда заговорили мушкеты. Англичане заботливо заложили свой форт в таком месте, куда было почти невозможно подойти на больших кораблях, в заболоченном устье реки в 60 километрах от берега океана. На случай, если испанцы, находившиеся в 1000 километров к югу, все же не поленятся устроить рейд. Никаким сельским хозяйством там заниматься было невозможно, да и некому. 14 мая 1607 года строительство было начато. Джона Смита выпустили из заключения, поскольку были нужны рабочие руки. Индейцы приходили навестить новоприбывших и периодически приносили то оленя, то другие дары природы. Пора было искать золото и Тихий океан. Был собран небольшой отряд из людей, умевших держать в руках оружие, включая капитана Смита, и они отправились вверх по реке. В течение нескольких дней отряд англичан встречался с индейцами, и поначалу, по крайней мере поначалу, все было очень дружелюбно. Их привели в поселение, их накормили, им спели, перед ними станцевали. Англичане подарили индейцам бусы и прочие безделушки. Дипломатия, похоже, налаживалась, хотя общались знаками. Выяснилось, что все эти племена подчинялись главному вождю по имени Поухатан. Англичанам следовало осознать важность этой информации. Они еще не понимали, с кем они имеют дело. На тот момент англичане думали, что все эти индейцы вокруг – это небольшие разрозненные группы плохо организованных дикарей. Дети природы с луками, стрелами и перьями в волосах, которые не будут представлять никакой проблемы. Это была очень-очень большая ошибка. Они высадились в самом сердце большой конфедерации индейских племен, возглавляемых энергичным вождем. Главе конфедерации Поухатанов, которого все так и звали Поухатан, к тому моменту было около 60 или 70 лет, но как физически, так и ментально он был в отличной форме. Он унаследовал 6 племен
и добровольно-принудительно присоединил еще как минимум 22. К 1607 году его владения охватывали всю восточную часть современной Вирджинии, где жило от 10 до 20 тысяч человек. По территории его конфедерация примерно была сравнима с малыми европейскими королевствами, как Савой или Наварра, но была гораздо менее населена. Его власть опиралась не только на военную мощь, но и на систему родственных связей. Такой подход позволял Паухатану поддерживать порядок на обширных территориях, не прибегая к жесткому контролю в европейском стиле. Но при этом ни сам Паухатан, ни его воины не были слабаками и при необходимости действовали решительно и без сантиментов. Незадолго до прибытия англичан жрецы принесли Паухатану пророчество о народе в районе Чесапикского залива, который уничтожит его конфедерацию. Когда англичане высадились аккурат в Чесапикском заливе, Паухатаны напряглись. Они не стали сразу ссориться с пришлыми. Они пригласили их к себе, обменялись подарками, пропустили лодки вверх по реке до самых порогов. Начальник английской экспедиции был уверен, что все идет отлично, когда сопровождающий его отряд индейцев внезапно исчезли в лесах, не попрощавшись. Когда англичане вернулись в Джеймстаун, выяснилось, что в их отсутствие на форт был совершен налет. Первые визиты дружбы индейцев, когда они приносили гостям то тушу оленя, то еще какие-то цветы и ягоды, оказались рекогносцировкой. Форту было бы не сдобровать, но корабли открыли огонь из пушек и тем спугнули индейцев, которых было до 400. Вечер переставал быть томным. Стало ясно, что местные не будут приносить к ногам белых пищу и минералы. А по планам 2 корабля из 3 должны были через месяц вернуться в Англию с первым грузом золота и картами дороги к Тихому океану. 22 июня 2 корабля отплыли-таки в Англию. Они везли образцы леса и шкур и радужные отчеты о новом рае на земле. Реки были полны рыбы, леса дичи, пшеница росла в 2 раза быстрее, чем полагалось, а туземцы были высокого роста, верны своим женам, с легкостью учили английский и с минуты на минуту были готовы принять христианство. На самом же деле из перечисленных достижений имелся только завершенный форт, и вокруг форта была скошена высокая трава, чтобы в ней нельзя было устраивать засады. Про траву англичанам подсказали сами же индейцы, недоумевавшие, где белые изучали искусство обороны. К тому времени надежды на легкое обогащение уже разбились вдребезги. Вместо того, чтобы попытаться начать что-либо делать, чтобы спасти себя от приближающейся катастрофы, значительная часть колонистов, не привыкших работать, впали в депрессивный ступор. Впереди была зима, еда кончалась, индейцы, спасибо, что не нападали, но и не помогали. Пришли москиты, болезни, голод и жесткая экономия съестного. Население колонии медленно, но верно уменьшалось. Колонисты погрязли в сварах и в шах. Смит, открыто презиравший большую часть своей кампании, считал, что нужно перестать сидеть сложа руки и как можно скорее наладить контакт с индейцами, а для этого начать учить их язык, понять, чего они хотят, какие у них могут быть претензии к белым, чтобы можно было подстроиться, наладить обмен и начать учиться у них искусству выживать в этих краях. Он даже начал составлять словарик индейских слов. Томагавк – это топор, мокасины – это обувь и так далее. В конце года Смит возьмет 2 товарищей и 2 проводников и предпринят еще один поход вглубь материка и вглубь территории паухатанов. Именно это приключение породит потом массу романтических книг, фильмов и даже один куплет суперпопулярной джазовой песни «Фивер». Смит и его люди погрузились на небольшую лодку с парусом и отправились вверх по реке. Продвинулись они недалеко, их окружила толпа индейцев. Смит попытался отстреливаться, но силы были неравные. Смит сложил оружие, и его отконвоировали в большую деревню, локальную столицу паухатанов, где представили верховному вождю. Все дальнейшие события мы знаем исключительно со слов самого Смита.
Скептицизм относительно его рассказов начал высказываться еще в XIX веке. Одна из причин этих сомнений заключается в том, что самый ранний сохранившийся рассказ Смита о его спасении датируется 1616 годом, почти 10 годами позже, в письме королеве Анне. В общем, на данный момент среди историков существует консенсус, что Смит был склонен несколько преувеличивать, но его рассказ в целом согласуется с основными фактами его жизни. Так вот, для начала Смит презентовал младшему брату вождя с замечательным именем Апичанканох компас. «Я преподнес ему компас», – пишет Смит, стараясь как можно лучше объяснить его назначение. Он был настолько поражен этим предметом, что позволил мне продолжить рассказ о шарообразности Земли, движении Солнца, Луны, звезд и планет. В ответ он обратился ко мне с добрыми словами и угостил хлебом. Сомневаюсь, что урок астрономии, преимущественно жестами, дошел до индейцев. Скорее всего, Смита приняли за шамана. Пленника поселили с большим комфортом и начали кормить как на убой. Смит даже в какой-то момент решил, что в прямом смысле слова. Несмотря на почтительные отношения, его охраняли 8 человек. Капитан вел степенные беседы с царем Апичанканохом, который в конце концов предложил Смиту помочь ему разгромить форт Джеймстаун, после чего Смит получит свободу, много женщин, землю и прочие хорошие вещи. Смит сказал, что разгромить форт будет непросто, потому что у них много пушек и разных других огненных палок-стрелялок для обороны. Смиту позволили отправить в форт записку на восковой табличке, где тот перечислил дары, которые следует послать в его выкуп, а также предупредил, что на форт могут напасть, и посоветовал пальнуть из пушек в воздух, чтобы дать понять гонцам, что они готовы обороняться. Через 3 дня гонцы вернулись с дарами и в полном шоке от того факта, что им дали в точности то, что им обещал Смит, что означало, что волшебная табличка может говорить с людьми из Джеймстауна. У паухотанов не было письменности. Пушки, которыми им отсалютовали, их тоже очень впечатлили. Убедившись в магическом могуществе Смита, паухотаны отвели Смита к самому главному вождю, паухотану, и устроили многодневный ритуал, во время которого в длинном доме развели костер, и местные раскрашенные шаманы рисовали на полу круги, пели и плясали, зачем последовал большой пир. Наконец наступил самый дискутируемый современными историками момент, когда на сцену выходит Покахонтас. Я перескажу вкратце мемуары Смита, где он описывает это событие. Смита поставили перед паухотаном, находившимся в окружении более 200 мрачных придворных, которые уставились на него словно на чудовище, пока сам паухотан и его свита облачались в свои самые великолепные наряды. После чего перед паухотаном поставили 2 больших камня, и несколько человек схватили пленника и положили его голову на камень, как на плаху. Над его головой занесли тяжелые дубинки. И Смит понял, что наступил его конец. Как вдруг Покахонтас, любимая дочь вождя, подбежала, громко возражая, обхватила его голову руками и положила свою голову на его, чтобы спасти от смерти. Тогда император смягчился и согласился оставить Смита в живых, чтобы тот ковал для него топоры, а для нее делал колокольчики, бусы и медные украшения, ибо они считали, что он, как и они, мастер на все руки. Ведь сам царь умел делать себе одежды, обувь, луки, стрелы, горшки, мог возделывать землю, охотиться и делать все не хуже других, замечает Смит в назидании своим высокопоставленным соотечественникам, не умевшим делать ничего. После чего паухотан отправил Смита под охраной в Джеймстаун, пообещав навсегда считать его своим сыном, а тот обещал прислать ему назад 2 пушки и точильный камень. И вот так индейская принцесса спасла капитана от неминуемой смерти. Или нет?
Справедливости ради, не компания Дисней первая назвала Покахонтас принцессой. Ее современники-англичане упорно величали ее именно так. В конце концов, она действительно была дочерью большого вождя, которого, в свою очередь, периодически пытались называть императором. Но ее жизнь и ее значение были очень далеки от того, что европейцы понимают под словом «принцесса». В основном потому, что и отец ее был не совсем король. Во-первых, похотаны жили при своеобразном матриархате. Наследование имущества у них шло по женской линии, и власть передавалась детям сестер. Сначала сыновьям, а потом дочерям. Отец Покахонтас для централизации власти брал жен из подчиненных племен, таким образом устанавливая с ними родственные связи. А после рождения детей жену отправляли домой, где она снова выходила замуж. Высокие отношения. Нормальные для духовных людей. То есть Покахонтас была одной из многих, очень многих детей короля. И она не могла наследовать власть своего отца. Похотану наследовал его брат, а потом племянники от его сестер. И я понимаю, что все очень запутано, но такие у них были правила. Но, будучи дочкой вождя, Покахонтас пользовалась большой свободой и уважением на всей территории конфедерации, могла бегать где угодно и спать на своей циновке в любой из деревень. Самое интересное, что Покахонтас было не имя ее, а прозвище, и означало оно «маленькая шалунья». Ее истинное имя держалось в секрете, поскольку считалось, что знание истинного имени человека дает магическую власть над ним. В какой-то момент англичане выяснили, что ее истинное тайное имя было Матуакс, но непонятно, откуда они это узнали, если оно держалось в тайне. В любом случае, по словам самого Смита, когда он впервые увидел Покахонтас, ей было около 10 лет. И с точки зрения как англичан, так и индейцев, она была еще ребенком и вела себя соответственно. Познакомившись с Джоном Смитом и англичанами, она стала часто приходить в Джеймстаун, где играла с английскими детьми, как сообщают колонисты, заставляя их кружиться на руках, задирая пятки к небу. Заявление Смита, что вмешательство 10-летней девчонки, какой угодно любимой и балованной, могло остановить казнь опасного врага, вызывает большие вопросы. Не исключено, что Смит не выдумал эту сцену, а просто не понял, что произошло. Весьма вероятно, что Похотан не собирался его казнить. Все это было частью ритуала усыновления Смита вождем. Индейские мальчики традиционно проходили обряд инициации, включавший мнимую смерть, после которой они перерождались в новом качестве полноправного члена племени. Возможно, Похотан решил принять Смита под свое покровительство, и был проведен ритуал, в котором Покахонтас не спасла капитана от казни, а сыграла предписанную ей роль. После чего Покахонтас становится чем-то вроде его крестной матери, ответственной за Смита. Она часто посещает Джеймстаун, и когда ожидаемый корабль с припасами и подкреплением не пришел, и колонисты начали класть зубы на полку, она неоднократно приносила англичанам покушать, и без нее, по уверениям Смита, они бы все передохли от голода. После возвращения Смита в Джеймстаун выяснилось, что в поселении царит полный хаос. Часть колонистов была сыта по горло этим приключением и намеревалась отправиться назад в Англию, захватив единственный оставшийся корабль. Смит продемонстрировал высокие лидерские качества, принудив бунтовщиков угомониться под угрозой потопления корабля. Его авторитет в форте растет, и в конце года он был избран президентом Совета Джеймстауна. Ему было 28 лет. Когда, наконец, пришел корабль с бесполезным подкреплением, он отправит свое знаменитое наглое письмо лондонским инвесторам, в котором напишет буквально следующее. «Когда вы снова пошлете корабль, я умоляю вас, лучше пришлите хотя бы 30 плотников, земледельцев, садовников, рыбаков, кузнецов, каменщиков и рабочих, обеспеченных всем необходимым инвентарем, чем 1000 таких людей, как сейчас есть у нас. Ибо мы не сможем ни разместить их, ни накормить, и большинство из них будет тащать, пока можно будет сделать их к чему-либо пригодными».
Смит начал внедрять в колонии библейский принцип «кто не работает, тот не ест», цитируя второе послание фессалоникийцам апостола Павла. При этом компания продолжала отправлять в Америку неподготовленных и неоснащенных людей, обманутых радужными отчетами, что привело к страшному голоду в конце 1609 года. Но Джона Смита уже не было в Джеймстауне. Он был тяжело ранен взрывом пороха и отплыл в Англию на лечение в середине октября. Он больше никогда не вернется в Вирджинию. Колонисты сообщили Похотанам, что Джон Смит умер. Покахонтас поверила этому рассказу и перестала посещать форт. Вместе с ней закончилась продовольственная помощь и начался голод. По оценкам, ту зиму пережили 60 из 214 жителей колонии. По мере расширения форта напряженность в отношении с индейцами снова начала расти и вылилась в Первую англо-похотанскую войну. Англичане воспользовались расколом внутри Индейской конфедерации и вступили в сговор с северным племенем Потавамеков. Пообещав им союз против Похотана, они подговорили их захватить в плен гостившую там Покахонтас в марте 1613 года. Покахонтас около года держали в плену, требуя освобождения пленников-колонистов, которых в свою очередь удерживал ее отец, и возврата украденного оружия и инструментов. За это время Покахонтас познакомились с христианством, она улучшила свой английский, крестилась и приняла христианское имя Ребекка. В 1614 году Покахонтас вышла замуж за Джона Рольфа, вдовца очень успешного табачного фермера. Рольф, по всей видимости, серьезно запал на 16-летнюю индианку. Он был набожным человеком и мучился из-за возможных моральных последствий брака с язычницей, хоть и крещеной. Однако пара поженилась 5 апреля 1614 года. Их единственный сын Томас родился в январе 1615. Именно этот брак, а не спасение Смита, позволил заключить мир между колонистами Джеймстауна и племенами Похотана. Все-таки она была принцессой, и индейцы считали брачные связи между племенами священными. Мир продержался 8 лет, и его называли «Мир Покахонтас». В 1616 году компания отвезла Покахонтас в Англию, чтобы продемонстрировать ее двору как пример цивилизованного дикаря Нового Света и символ успеха колонии Вирджинии. Забавно, что брак Покахонтас и Рольфа возмутил некоторых англичан, но не потому, что белый человек женился на аборигенке или христианин на язычнице. Спесивых англичан коробило, что Рольф, простолюдин-фермер, посмел жениться на принцессе. Во время этого визита голландский гравер Саймон ван дер Пас, работавший в Лондоне, создал ее гравированный портрет, на котором написано «Матоака, также известная как Ребекка, дочь могущественного князя Похотана, императора Атонугумка». Джон Смит жил в то время в Лондоне. Он вернулся из своего очередного приключения в Америке. В тот раз он плавал на север, к берегам Новой Англии. Только тогда Покахонтас узнала, что ее старый друг все еще жив. Именно тогда Смит написал королеве Анне письмо, в котором описывал, как Покахонтас спасла ему жизнь 10 лет назад и просил относиться к ней с уважением, как к особе королевских кровей. В начале 1617 года Смит встретил Рольфов на светском приеме. И он писал, что, увидев его, Покахонтас, не говоря ни слова, отвернулась и закрыла лицо. Позже им удалось поговорить наедине. Записи Смита об их беседе отрывочны и загадочны. Она сказала ему: «Ты обещал Похотану, что все, что твое, будет его, и он тебе обещал тоже». Затем она смутила его, назвав его отцом, объяснив, что Смит называл Похотана отцом, когда тот был чужаком в Вирджинии, и по той же причине я должна делать то же самое в твоей земле. Смит не принял такого обращения, поскольку Покахонтас превосходила его по рангу. И тогда Покахонтас сказала: «Разве ты не побоялся прийти в страну моего отца и вселить страх в него и весь его народ, кроме меня? А теперь боишься, что я назову тебя здесь отцом? Я говорю тебе, тогда я буду звать тебя своим ребенком, чтобы мы навеки были соотечественниками».
Что она хотела сказать? Понял ли он ее? Больше они никогда не встречались. В марте 1617 года Рольф и Покахонтас сели на корабль, чтобы вернуться в Вирджинию, но они не успели даже выйти в океан. Покахонтас тяжело заболела, ее высадили на берег, где она умерла по неизвестным причинам в возрасте около 21 года, горько оплакиваемая всеми, кто ее знал. Босоногая девчушка, спасавшая переселенцев от голодной смерти, и бравый солдат, считавший силу худшим способом установить мир, переходят из воспоминаний друзей в колониальный фольклор, чтобы в начале XIX века стать частью поп-культуры, как архетип романтической пары, преодолевшей языковой и культурный барьер. На сегодня у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Дальше пойдет реклама моих блогов для настоящих бескультурников. Всего вам доброго, с началом нового учебного года! Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!